Привет, друзья! В закрытых коридорах Европейского Центробанка обсуждается проект, который уже называют беспрецедентной амнистией. Суть схемы – разрешить крупным финансовым игрокам легализовать свои теневые капиталы, не задавая лишних вопросов. Деньги, которые десятилетиями лежали вне официальных балансов, вдруг становятся чистыми в обмен на политическую лояльность и готовность инвестировать в стратегические направления Европейского Союза. Как утверждают экономисты, знакомые с проектом, речь идет о сотнях миллиардов евро, которые выплывут на поверхность, если Берлину удастся продавить механизм. При этом проект подается под нейтральным названием «финансовая стабилизация», но в реальности это может стать сделкой века между властью и капиталом. Германия, Нидерланды и Италия якобы уже в игре, а вот Франция и Скандинавы возмущены. Это похоже на элитный откат под шум реформ. Ряд обозревателей предполагает, что таким способом Евросоюз пытается закрыть дыру в бюджете перед надвигающейся трансформацией всей архитектуры Европейского Союза. Формально все законно. По факту это демонтаж привычной системы, правил и сигнал тем, кто раньше скрывался, что теперь правила изменились. За сценой полное переформатирование финансового поля Европы, но об этом предпочитают не говорить публично. И вот тут начинается главное. План Мерца может все перевернуть. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня обсуждается на высшем уровне. Немецкое правительство фактически сворачивает зеленый курс, принятый в предыдущие десятилетия. Вскрылись документы, в которых речь идет о запуске угольных теплоэлектростанций, приостановке зеленых налогов для промышленности и масштабной закупки ядерного топлива. Это не просто временная мера, это фундаментальный разворот. По сообщениям деловых изданий, в приоритете национальные интересы, энергетическая автономия и защита внутреннего производства. Контракты с Ближним Востоком, с Северной Африкой и странами Латинской Америки уже проходят финальное согласование. Один из пунктов, как пишут обозреватели, обеспечить Германию топливом при любых сценариях будущего. Это звучит как начало новой эры. Брюссель в шоке. Германия де-факто отказывается соблюдать ключевые положения климатической программы Европейского Союза. Эксперты говорят об угрозе эффекта домино. Если Берлин выйдет из зеленой игры, то остальные потянутся за ним. Но в Берлине ни опровержений, ни комментариев, тишина. Лучший способ двигаться вперед, не оглядываясь. И пока одни спорят на климатических саммитах, другие включают реальные турбины. Европа на грани нового энергетического конфликта, и Германия делает первый шаг. Причем без обсуждения и без извинений. С этого момента все изменилось. Пока же Европа зациклена на обсуждении бюджетных драк и миграционных сбоев, в Берлине уже выстраивают новую геополитику континента, как стало известно из серии внутренних записок. В ближайшие месяцы правительство Германии намерено перехватить часть полномочий, которые ранее автоматически принадлежали Брюсселю. В первую очередь речь идет о контроле над миграцией, обороной, промышленными субсидиями и распределением бюджета Европейского Союза. Этот план в закрытых кабинетах получил название «Сценарий Норд». По сути, это попытка трансформировать старую модель Евросоюза в структуру с асимметричной властью, где Берлин действует как главный центр принятия решений. Источники, близкие к переговорам, утверждают, что создается новое ядро Европы, куда не войдут ни Париж, ни Брюссель, если они продолжат блокировать реформы. В немецких средствах массовой информации это уже подается как мягкий путь к суверенитету, однако в коридорах власти Европейского Союза царит паника, ведь разрушение прежнего баланса грозит самым серьезным институциональным кризисом за все время существования Союза. Фридрих Мерц, похоже, решил не ждать согласия, он действует, как говорят, по принципу сначала шаг, потом объяснение. Эпоха единой Европы может смениться эпохой конкурирующих союзов, и процесс уже пошел. Все шло к этому, и Мерц про это знал. На фоне явного охлаждения отношений между Берлином и Брюсселем в тени разворачивается тихая дипломатическая революция. По информации дипломатических источников, Германия активно продвигает идею параллельного альянса внутри Европейского Союза. Неофициальные консультации уже идут с Австрией, Венгрией, Чехией, Болгарией, Хорватией. Формально это координация по безопасности, на деле создание новой оси влияния. Проект носит рабочее название Weimar Plus. Это расширенный формат Веймарского треугольника, перезапущенный без участия Франции и Бельгии.
Основные направления – совместное управление миграцией, единая налоговая база для трансграничных корпораций и создание общего оборонного коридора с логистикой вне НАТО. Все это без согласования с Еврокомиссией. И если раньше Европейский Союз строился как надгосударственное образование с единым центром, то теперь Германия предлагает конфедеративную архитектуру. Несколько региональных центров, каждый со своей зоной влияния. Это разрывает саму суть брюссельского механизма и выводит Германию на новый уровень игрока, а не одного из. По данным издания, близкого к правительству Австрии, уже есть предварительные черновики меморандума о координации политик без участия центральных институтов Европейского Союза. И самое интересное, никто пока не выступил категорически против, потому что слишком много стран тоже устали подчиняться Брюсселю. И за этим стояла идея, которая могла изменить всю Европу. Интересно то, что в то время, как Европа тонет в переговорах, заявлениях, встречах и срочных саммитах, в Берлине царит молчание. Канцлер Фридрих Мерц не выступает с официальными обращениями, не реагирует на утечки в прессу и вообще избегает любых прямых формулировок по поводу резких шагов, совершаемых Германией в последний месяц. И это не случайность. Аналитики сходятся в одном. Перед нами стратегия тихого отрыва, мягкого пошагового дистанцирования без громких лозунгов и провокационных заголовков. Мерц играет в долгую. Он не спорит, он действует. Каждый день без заявления – это день, когда Германия усиливает свою независимость, не ставя Европейский Союз в неудобное положение, чтобы тот не смог оперативно отреагировать. СМИ, приближенные к финансовым и дипломатическим кругам в Берлине, сообщают, внутри правительства уже функционирует параллельная структура стратегического планирования, не завязанная на нормы Европейского Союза. Там разрабатываются автономные энергетические контракты, собственные соглашения по миграции, документы о внутреннем перераспределении полномочий между федеральными землями. Как отмечают политтехнологи, Мерц не хочет раскола, он хочет перезапуска, но без шума. Он не ломает витрины, он уходит с рынка. Его цель, чтобы в момент, когда Европа наконец осознает масштабы изменений, все было построено заново, только по другим правилам. Не из центра Европейского Союза, а именно из Берлина. И что самое поразительное, многие внутри самого Союза начинают к этому готовиться, потому что чувствуют, это уже происходит. За последние 2 месяца Германия перешла на новые контракты по газу в обход общих закупок. Также в обход Брюсселя ведутся переговоры по кибербезопасности, создан специальный закрытый совет по цифровой автономии. Об этом говорит свежий отчет аналитической группы из Бонна, попавший в руки журналистов. Речь идет о создании собственной цифровой инфраструктуры с полным контролем над облачными данными, искусственным интеллектом и шифрованием вне политики Еврокомиссии. А теперь главное. Германия начала тестировать собственные финансовые алгоритмы расчета внутри Европейского Союза, исключая из цепочек Европейский Центральный банк. Формально это пилотный проект, по сути сигнал. Доверие к Европейскому Центральному банку стремительно падает. Один из экономистов в закрытом брифинге отметил, Берлин ведет себя так, будто через полгода система может рухнуть, и им нужен запасной план. И параллельно, без громких анонсов, идет дипломатическая перестройка. Почему же молчит Мерц? Потому что у него нет необходимости говорить. Все происходит и так. Германия по факту уже строит другую Европу, без декларации о выходе, без лозунгов о расколе. Это молчаливый демонтаж прежней конструкции и замена на новую в режиме реального времени. И как только другие страны это поймут, будет слишком поздно что-то остановить. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.